Здравствуйте, скорпионы! У нас прогноз для вас на первую половину октября. Мы коснемся сферы отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Также мы посмотрим ваш самонастрой, ваши ожидания. Ленорман нам покажет сюрприз, неожиданность. Также мы получим советы от Таро и советы от оракулов. В конце расклада у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Настраивайтесь на расклад, подумайте о ваших планах и настройтесь на вас. Скорпионы, первая половина октября. Что у вас будет происходить? Ваш настрой, ваши ожидания в начале этих 15 дней, в середине и в конце. Что вас ждет в любви, в отношениях? Первая карта, у кого есть отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. И мы еще посмотрим карту для тех, кто в ссоре или кто расстался. Какие у вас перспективы? Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость? Что у вас будет происходить? Для тех, кто в поиске, какие у вас перспективы? Финансы в начале этих 15 дней и в конце. Совет или предупреждение от Таро. Да, скорпиончики, ну карта у вас потрясающая. На дне колоды у вас Верховная Жрица. Верховная Жрица может говорить о каких-то тайнах, секретах. Кто-то или вам нужно сохранить какой-то ваш секрет, или, может быть, кто-то вам доверит. Поэтому тоже постарайтесь не рассказывать. Еще это что-то скрытое от вас. Какая-то информация пока для вас неизвестна. Верховная Жрица может говорить, что человек ждет, прислушивается к своему внутреннему голосу, к своей интуиции, которая ему подскажет, когда и ему пора действовать. Это не карта действия, это карта ожидания. Для кого-то здесь из скорпионов может быть работа связана или вот ведьмочка и Верховная Жрица. Да, может быть, кто-то из скорпионов сейчас занимается какими-то эзотерическими практиками, или вы их изучаете. Это может быть также карты Таро, руны, может быть еще что-то другое. Также здесь может быть работа, связана с оказанием кому-то помощи, но все равно здесь необходима будет ваша интуиция. Или здесь карта говорит, в конце этих 15 дней обращайте внимание на какие-то инсайты, на сны или на подсказки, которые будет вам давать Вселенная. Да, конечно, еще эта карта может говорить о тайной связи. И по смерти... Так, у кого-то здесь беременность. Может быть, жрица говорит, что не могли поставить диагноз. То есть как бы все в порядке, а зачатие не происходит. Здесь идут перемены, здесь или вы найдете хорошего врача, который поможет вам вылечиться, и в вашу жизнь, ну тут беременность показывает карта, да. Также это вот это ждать и это ждать, ждать каких-то перемен. Да, хорошо, ладно, мы еще вернемся. Давайте посмотрим сюрприз, неожиданность, скорпионы. Первая половина октября. Вот смотрите, здесь у вас гора и развилка. Но опять ложатся карты звезды. Звезды опять же говорят об интуиции. Может быть, кто-то из скорпионов понимает, что вот тянет вас заниматься какими-то эзотерическими практиками, окунуться в магию. Но гора — это может быть то, что вы сами выставили
занятиями этим, может быть, какие-то страхи или есть какие-то трудности. А развилка это может говорить о вашем замешательстве. Может быть, конечно, несколько направлений. То есть вас тянет и туда. Или это ваши сомнения, нерешительность, колебания. Идти ли вам по этому пути? Но звезды говорят опять, слушайте свою интуицию. Если же вы здесь станете перед каким-то сложным выбором, то опять внутренний голос подскажет вам правильное направление или правильный выбор. Вам интуиция поможет преодолеть вот эти трудности. У кого-то здесь, конечно, может быть, исполняется какая-то мечта. Может быть, вы планировали, например, уезжать. Ну, гора это может говорить куда-то или гористая местность, или это за бугор, да, вот за границу. Здесь у вас открываются пути и появляется вот эта цель, к которой вы шли. Тут даже может быть несколько вариантов. И вы понимаете, что трудно будет. Но это ваша цель. Вот, это ваше желание. Может быть, жрица показывает, что это или период ожидания, когда это свершится, когда вы сможете уехать. Или, может быть, жрица показывает вот эта тайна, которая сейчас в мире происходит. Да, вот когда это откроется, когда вы сможете передвигаться. Но ждете, скорее всего, вы долго. Может быть, у вас там, да, вот все равно какие-то карты ожидания. Может быть, у вас там или кто-то есть, или у вас там хорошие перспективы, ну, может быть, по работе, или, может быть, даже у вас там собственность какая-то есть, или вы планируете ее покупать. Хорошо, давайте мы рассмотрим карты. Что у вас будет происходить, ваш настрой, ваши ожидания, колесо фортуны. Здесь, вот когда фортуна повернется к вам лицом, здесь вы ждете какого-то удачного случая, может быть, какого-то выигрыша, приглашения. Это что-то связано вот с вашей семьей. И опять шестерка. Шестерка может говорить о том, что вам кто-то поможет. Может быть, это какие-то друзья или это члены семьи. Кто-то здесь ждет свадьбу, конечно. Свадьбу, предложение руки и сердца. Но опять вот не без чьей-то помощи. Может быть, вот хорошее торжество провести, да, ну вот кто-то должен вам помочь, может быть, родители. Кто-то надеется, может быть, решить свой жилищный вопрос, переехать. Может быть, ждете одобрения ипотеки или там, опять же, помощи от кого-то, может быть, это ваша семья. Да, у кого-то здесь при помощи врача зачатие, рождение малыша. Кому-то здесь на голову может свалиться неожиданное наследство. Как правило, по колесу фортуны мы, может быть, даже на него и не рассчитывали. Но еще у нас колесо фортуны – это деньги. Это хороший материальный куш, это может быть выигрыш, это может быть помощь какая-то, или так сложатся обстоятельства, например. Также вот эти карты могут говорить, что вот эти, что вы тут ждете, и что у вас тут происходит, связано с семьей, с отношениями, с детьми, это вам как бы по судьбе. Если вы планируете здесь переезд куда-то далеко, то вы должны будете переехать, даже если закроют все границы. Может быть, кто-то ждал выигрыш, например, вот этот грин-карт в Америке. Здесь карта говорит о получении. Также здесь может быть очень удачно найти хорошую работу. Десятка — это может быть какой-то слаженный коллектив, это может быть чей-то семейный бизнес или просто очень хорошие отношения в коллективе. Или карта может говорить о какой-то крупной компании, но опять с чьей-то помощью. Может быть, это протеже, ну или кто-то за вас словечко замолвит. Также здесь очень удачно сейчас вкладываться в свой дом, в свою семью, в недвижимость. Если есть ваш собственный бизнес, то в семейный бизнес. Все вот эти вложения окупятся с лихвой. Хорошо, что у вас будет происходить для тех, кто в отношениях или в браке? Здесь император. Но здесь мужчина принимает решение, у кого-то здесь подготовка к свадьбе, то есть человек уже готов взять ответственность за вашу любовь, за ваши отношения. Также здесь может быть на мужчин, вот эта карта накладывает роль отца, мужа. Здесь может быть решение каких-то вот крупных дел, связанных с семьей. Может быть покупка, продажа недвижимости. Может быть здесь что-то с обучением детей. Может быть вы куда-то ребенка отправляете учиться.
Даже если меня женщина смотрит, карта может показывать, что вы сейчас ведете себя как император, то есть у вас в доме все под присмотром, все по полочкам, все как бы отлажено, и вы держите руку на пульсе. Ну, император всегда показывает карту или мужа, или отца. И если какие-то трудности или решение крупных дел там с семьей, с домом, то этот человек все решит, все разрулит. И под его чутким руководством все вопросы будут решены. Будь то это материальные вопросы или что-то связано с домом, с семьей, с недвижимостью. Хорошо, для тех, кто в поиске любви. Да, вот у меня девятка кубков всегда ассоциируется с двумя вещами. Или вам сейчас комфортно наедине с самим собой. Может быть, вы сейчас получаете удовольствие от жизни, у вас есть вот эти 9 кубков за спиной, есть, скорее всего, хорошая работа, ну, есть достаток. Может быть, сейчас вам никто не нужен. Но если вы ищете любовь, то здесь карта говорит о знакомстве, о хорошо проведенном вместе времени, когда вот нам даже не хочется расставаться. Это приглашение на свидание, это вот вечер при свечах. То есть это наслаждаться любовью и обществом противоположного пола, отдаваться вот этим чувственным радостям. То есть здесь у меня как бы и так, потому что все-таки в совет ложится влюбленные. Влюбленные может говорить о том, что вы встретите любовь, что в вашу жизнь придет партнер. Да, это может быть и партнерство в работе, но, может быть, карта говорит, вы на пороге новой любви. Поэтому здесь как бы вот девятка показывает вот карту безграничной радости, удовольствия, что вот у меня вроде все есть, и я доволен тем, что есть. Ну, если вы довольны пока в одиночестве, значит, так оно и будет. Захотите познакомиться, да, карта говорит, есть шанс обрести любовь. То есть вот этот выбор. Что вам сейчас нужно? Познакомиться? Познакомитесь. Если вам хорошо пока наедине с собой, то все будет зависеть от вашего выбора. А вот для тех, кто поругался или расстался, нет. Здесь вот полное обнуление отношений. Здесь может быть какой-то переезд или поездка куда-то. Также карта говорит, что один этап вашей жизни закончился. Причем, может быть, даже вы расстались очень мирно. И у вас начинается совсем новая жизнь. Это переписать жизнь с чистого листа. Да, вот карта говорит, что, может быть, вы на пороге новых чувств. Здесь еще может быть, что связь-то была тайная. Может быть, из-за этого вы расстались. Ну, карта говорит, что вот эта дверь закрылась. И только-только открывается какая-то новая возможность, новые пути. Поэтому здесь просто у вас обновление. Я не думаю, что вы вернетесь к этим отношениям. Иногда даже шут показывает, что вы на пороге новой любви. Но здесь как-то все будет очень просто. Это когда люди принимают друг друга такими, какие вы есть. Нет здесь никаких тайн, каких-то подковерных игр, никто никого, ни от кого ничего не скрывает. Нет, здесь есть доверие, понимание. Но это только-только зарождение чувства. Во что они выльются, если это показывает карта новые отношения, пока еще непонятно. Работа, карьера, бизнес. Я говорю, здесь кто-то, может быть, из скорпионов также занимается какими-то эзотерическими практиками. Что-то связано с интуицией. Также королева жезлов может показывать вас, что вы будете наводить порядок в бизнесе, в работе. Может быть, это какой-то руководящий пост. Может быть, вы работаете администратором, менеджером. Это пост, которым нужно управлять людьми. Если это ваш собственный бизнес, карта говорит, что бизнес развивается, все стабильно, то есть вы умеете управлять, вы можете договариваться, тут у вас ждет успех в делах. Но также это все-таки не ваша масть. Может быть, для вас будет важна вот такая дама. Может быть, это у вас вот какое-то бизнес-партнерство, потому что влюбленный иногда говорит, когда вот мы создаем с кем-то тандем. Может быть, вам эта дама что-то предложит. Ну, хотя бы рассмотрите. Есть шанс как-то вот, может быть, заработать. Потому что эта женщина очень активная, амбициозная, ну и предприимчивая. Ну, давайте мы одну карту уточним. Для тех, кто работает.
Да, здесь может быть вот реально тут или тандем, или все-таки здесь интуиция, а, инсайты какие-то. То есть королева кубков это тоже женщина, у которой очень развита интуиция. Может быть, еще карта показывает, что вам кто-то даст совет интуитивный, и вам нужно прислушаться. Может быть, этот человек вам предложит, не знаю, вот уйти с одной работы, и, может быть, заняться каким-то бизнесом, во что-то вложиться. Но это очень хорошее предложение. Это приведет вас к тому, что вы займете прочное положение. Или если вы получаете какие-то инсайты, то тоже карта говорит, прислушайтесь. Ну, также это может быть, я говорю, какая-то помощь по работе, по бизнесу. Или, может быть, это ваша начальница, которая вам повысит там должность или оклад. Так, хорошо, для тех, кто в поиске. Да, десятка, говорит, заканчивается тяжелый период. Тут или вы можете найти работу, но вам будет сложно. Сложно из-за того, что, может быть, у вас вот там, где вы найдете, будет мало еще опыта, умения. Или какие-то будут чересчур завышенные рамки. Может быть, много вам будет предъявляться каких-то требований. То есть вот тут очень большая нагрузка. Или работа связана с поднятием тяжести. Ну, для мужчин, может быть, какой-то грузчик там или грузчик там, водитель-экспедитор. То что-то здесь нужно будет поднимать. Я хочу вам совет посмотреть. В то же время она может показывать, что период поиска работы заканчивается, но это все-таки еще пока десятка. Что вы уже на пороге того, что вы найдете, как бы вот преодолеете вот эту гору, вот это препятствие, или это ограничение, или проблема, какая-то вот блокировка. Да? Гора, она всегда ставит как препятствие на пути, но вы эту гору преодолеваете, и у вас то ли какие-то предложения поступают, то даже может быть много предложений по звездам. Или вы здесь станете перед выбором. Может быть, куда-то отправиться в дорогу. Давайте совет вам посмотрим. Да, ну повешенный это, конечно, безработица. Вообще это сложное положение. Это может быть еще и какие-то кредиты, которые надо выплачивать. Но судя по тому, что у вас нет работы, ну вот по деньгам хорошая карта влияет. Вот туз это может быть начало или новой работы, или какого-то своего проекта. Или, может быть, реально с кем-то вот скооперироваться, создать какой-то тандем. Так, сейчас еще одну. Ну, десятка еще может говорить, что вы ищете, но еще, может быть, вот по этим картам, гора-то это что? Может быть, это ваше препятствие? То есть это может быть, мы ждем что-то, что нам кто-то что-то предложит, а сами не принимаем никаких действий. А тут маг говорит, если хотите найти работу, то действуйте. Не ждите, когда она сама к вам домой придет или кто-то посодействует. Нет, здесь только ваша активность. А если вы планируете что-то начинать, то по магу начинайте. У вас сейчас будут все возможности, вот у него все 4 стихии, и Вселенная вам будет помогать, и какие-то, может быть, люди, но и также ваша активность может привести к тому, что то ли вы составите, вот по магу это зайти в какой-то кабинет, с кем-то поговорить, составить, может быть, какие-то переговоры, или вот вас приглашают на собеседование, это вот очаровать собеседника, показать вот эти фокусы, да, вот все, на что вы способны, чтобы человек принял только вас. Но вот эта карта говорит, все будет зависеть от вашей активности. Будете предпринимать какие-то активные действия, найдете работу, или, может быть, заручитесь чьей-то поддержкой и начнете какой-то свой проект, вот бизнес. Но для этого, говорю, может быть, кому-то надо будет в вас, например, вложиться. Вот помочь вам. Это может быть, конечно, и просто материальная помощь там, от семьи. Но вот колесо фортуны говорит, что вот получится так, что то ли вы найдете, то ли начнете. Это вот удача. А вот сидеть, ждать каких-то приглашений, ну, можно долго просидеть по семерке. Поэтому, если ищете, не отчаивайтесь, предпринимайте любые попытки, разговаривайте, звоните. Есть шанс, да, начать работу.
Тут даже, я говорю, может быть, будет несколько предложений. Так, хорошо, финансы. Ну, в начале этих 15 дней тут может быть траты на какие-то праздники. Может быть, у вас какие-то там... Да, кто-то будет тратиться на свадьбу. У кого здесь свадьба, это подготовка к пиршеству, украшать дом или там, где вы там будете что-то заказывать. Да, это траты на праздники. Может быть, у кого-то день рождения, у кого-то, может быть, траты будут на переезд, если кто-то здесь решает вопросы с жильем. То есть это вкладываться в свой дом, в свою семью. Вообще карта говорит о сборе урожая. Это успех. Успех тех трудов, которые человек закладывал как бы раньше. Это может быть продвижение по карьерной лестнице. Это может быть, конечно, какие-то радостные события на работе, например. Может быть, какой-то проект вы крупный сдадите. Также это получение приятных, хороших новостей. Но так как мы смотрим на деньги, то тут или получение прибыли, или наоборот траты вот на какие-то праздники. А в конце 15 дней ложится туз кубков, и мы смотрим на финансы. Что-то вас очень сильно порадует, какая-то новость. Или это реально начало какого-то нового проекта. Может быть, кто-то получит назначение, новая должность, новая работа. Кто-то, может быть, переезжает, опять же, траты на переезд, вот оформление дома, да, вот какое-то новое начало. Может быть, у кого-то тут начинается, например, строительство дома. Потому что вот это тоже карта может говорить о новоселье. Но в любом случае здесь в финансах какие-то очень приятные новости. И совет предупреждений у нас ложится влюбленные. Здесь карта говорит, если вам тяжело, например, самим или начать какой-то бизнес, или что-то, может быть, реализовать в работе, в творчестве, в бизнесе, то вам обязательно нужен партнер. А здесь мы видим, что королева кубков и королева жезлов. Также карта говорит, если вам нужно будет в эти 15 дней сделать какой-то важный для вас выбор, вот эту развилку, то здесь слушайте свое сердце. А Ленорман говорит еще, слушайте свою интуицию, вот по жрице. Сердце и интуиция нас никогда не подводят, поэтому они помогут вам принять правильное решение или сделать правильный выбор. Но, опять же, как предупреждение, старший аркан влюбленный говорит, не затягивайте с этим выбором, а то вы можете упустить какие-то хорошие перспективы или возможности. Хорошо, давайте еще получим для вас советы. Скорпионы, первая половина октября. Совет от Веканского оракула. Так, это у нас лиса. Лиса перевернутая сейчас. Да, здесь как бы предупреждение, хотя вот второе я этого не увидела. Остерегайтесь обмана со стороны окружающих и старайтесь не быть для них уязвимыми. Так, такой совет. Хорошо, еще у нас оракул королевы Луны. Совет для скорпионов, первая половина октября. Beginning это начало. То есть перед вами открывается вот эта вот красивая поляна, а это новая луна. То есть вам здесь предлагается начать все сначала. Ну, у кого-то здесь вот для тех, кто расстался или в ссоре, здесь вообще у вас обнуление жизни. То есть у вас начинается какое-то новое движение, новое путешествие. Самое главное, вы не бойтесь делать вот эти первые шаги навстречу тому новому, что входит в вашу жизнь. Вот по колесу фортуны вот что-то у вас здесь произойдет. Да, открываются вот какие-то новые дальние пути. Ну, может быть, кто-то реально куда-то уезжает. Или у кого-то здесь то ли предназначение. Ну, какие-то вот дороги. Да, вот падает вот эта гора, которая мешала вам. Ну, у всех это может быть разное. Хорошо. Давайте еще получим ответ от маятника для скорпионов. На первую половину октября ответ на ваш вопрос «да» или «нет». Маятник, ответь, пожалуйста, скорпионам на первую половину октября ответ на их вопрос.
Ответ да. О чем бы вы ни спрашивали. Вот такой у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всего вам хорошего.